как люди на улице справляются с такой жарой? Она же доходит до 60 градусов, насколько я знаю. Нужно находиться на солнце, чтобы 60 градусов было. Всем нужно зарплату платить, и это очень дорого, если страна очень дорогая. Скорее всего, найдешь квартиру за 2000. Вопрос сразу первый такой. Вот климат в Дубае очень достаточно жаркий, все об этом знают. Вот какие месяцы жить комфортно, а в какие вот невыносимая жара? Расскажите тоже вот изнутри, так сказать, кухню. Здесь комфортно жить, вот, начиная прямо вот с этого момента, с середины октября и по середину марта. В остальное время лучше находиться внутри помещений, потому что температура выше 37 градусов. Получается, 8 месяцев в году выше 37. Но это здесь не чувствуется, как в других странах, скажем, в Сингапуре, там влажность, это сильнее ощущается. Здесь такая приятная жара, но самое главное, что здесь очень хорошо с кондиционированием. Наоборот, можно замерзнуть. Мне люди жалуются, что в помещениях настолько прохладно, 17 градусов, и получается это в 2 раза меньше, чем на улице. Когда такой переход, то вот такое маленькое неудобство. А вот в самые жаркие месяцы вообще как люди на улице справляются с такой жарой? Она же доходит до 60 градусов, насколько я знаю. Не, ну это прям на солнце. Там нужно находиться на солнце, чтобы 60 градусов было. В зиме это в среднем там 40 градусов. Если человек привык, я, скажем, уже привык. Сейчас здесь на улице 36 градусов, и мне очень нормально. Поэтому ко всему можно привыкнуть. Хорошо, спасибо, Эдвард. Вот еще такое тоже. Ходят слухи, что Дубай очень very expensive страна. Действительно ли это проблема для приезжающих предпринимателей, которые, так сказать, открывают свою компанию и приезжают туда со своими основателями, фаундерами, и всем нужно зарплату платить, и это очень дорого, если страна очень дорогая. Вот как насчет цен вообще в Дубае? Цены сравнимы с Москвой. Вообще тут все сравнимо с Москвой. Начиная от цен, от пробок на улице. Машин здесь очень много, потому что машина здесь не роскошь, а средство передвижения. Опять же, случайный вопрос, как люди справляются с жарой, а они просто не выходят на жару. Они либо в помещении находятся большую часть времени, либо в машинах, где очень хорошие кондиционеры, поэтому не успеваешь вспотеть, что называется. Что касается дороговизны, цены как в Москве. Начиная с квартир, это можно за $1000 найти квартиру, и довольно приличную, если знаешь, как искать. Конечно, если не знаешь, то ты скорее всего, найдешь квартиру за 2000 и более, и еще не факт, что она будет хорошая. Но такая же проблема в Москве, поэтому надо просто знать реалии, иметь хороших друзей, связи. И вот последний лайфхак по дороговизне. Тут есть такой нюанс, так как Дубай туристический город, то все наживаются на туристах. Кстати, кроме таксистов. Вот единственный, кто вас не обманет, это таксисты. У них такой строгий контроль, что они по счетчику ни копейки не возьмут. А вот в других местах, особенно где индийцы, я вам открою такой лайфхак, почему-то все индийцы любят содрать с иностранца как минимум лишних $3 в среднем. У них прямо такой, знаешь, не знаю, традиция уже стала в Дубае, что если тебя обслуживает индиец, он завысит или просто не даст сдачу в размере 3 или более долларов вместо валюте. Поэтому, если у вас, скажем, в день 10 транзакций, там, покупки какие-то или не знаю что, то вот и получается, что вы $30 в день переплатите, если вы
покупаете не там, где надо. Я слышал, что экономия на налогах в Дубае, но с другой стороны, да, они там низкие, но с другой стороны, как бы ты из-за того, что дорогая страна, ты можешь эти все свои сэкономленные деньги потратить на просто проживая в Дубае, то есть там, грубо говоря, рестораны, какие-то вот эти развлечения, что-то. Вы с этим согласны? Да. Именно поэтому Дубай считается дорогим городом, что необходимо поддерживать уровень жизни, приводить своих бизнес-партнеров в рестораны. Здесь без этого просто не начинается никакое сотрудничество. Ресторан — это начало любого делового партнерства. Поэтому, да, с этой точки зрения это дорого. Но, опять же, есть лайфхаки. Не обязательно самому налаживать все эти местные дружеские бизнес-связи. Можно воспользоваться какими-то ассоциациями. В частности, вот наша Metaverse ассоциация, экосистема, она помогает стартапам, которые так или иначе связаны с Metaverse или блокчейном, помогает наладить все эти бизнес-контакты без того, чтобы тратиться на дорогие ужины с каждым клиентом. Хорошо, спасибо. Еще такой вопрос, Эдвард. Если тебе дубайцы дают инвестиции, они тебя обяжут перевести всю твою команду в Дубай? Ты обязательно должен находиться с командой там? Нет, не обязательно. Обязательно, чтобы компания была местная, зарегистрирована в Дубае, если ты хочешь дубайскую инвестицию. Так. А если ты хочешь, скажем, инвестицию из Абу-Даби, которая на самом деле в разы богаче Эмират, чем Дубай. Дубай является типа как выставочный такой образец, а настоящие деньги в Абу-Даби. Поэтому вас только обязывают иметь компанию в Эмиратах. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, сколько стоит учеба в школе в Дубае? Слышал, тоже достаточно дорогое удовольствие для детей. Совершенно верно. Это дорогое удовольствие. Именно поэтому, кстати, это хорошая возможность для бизнеса, так как в Дубае сейчас уже 400 тысяч россиян, а русских школ раз-два и обчелся, то это просто блестящая возможность сделать свою школу или садик, просто зарабатывать на этом, да. Отличная идея, отличная, спасибо. Я думаю, зрителям будет интересно, конечно, об этом подумать. Хорошо, сколько стоит медицинская страховка и медицина в целом? Есть ли бесплатные медицинские учреждения в Дубае? Вот очень хороший вопрос, я вам сейчас открою такой лайфхак. Ну, во-первых, медицинская страховка стоит около 40, 50 и более долларов в месяц. Это не так дорого. 40. Ну, по сравнению даже с той же Европой, это даже дешево. Потому что медицина здесь немножко субсидируется государством. Вот такой лайфхак. У стартапов обычно самая главная проблема в Эмиратах – это открытие банковского счета. Особенно у россиян. И вот тут внимание. Если вы хотите за неделю гарантированно открыть банковский счет, сначала купите в этом банке страховку, и тогда вам автоматически откроют, потому что вы уже их клиент. Здорово, спасибо большое. Это действительно классный совет. Я думаю, многие им воспользуются. Ходят слухи, что вот такой тоже достаточно минус сильный, но не знаю, правда ли это или нет. Вот ходят слухи, что американцы хотят прижать Дубай и внести в санкционные списки ФАТФ. Организация по борьбе с отмыванием денег. Потому что они пускают слишком много русских денег в Дубай и помогают обходить санкции. Правда ли это? Может быть, слышали про это что-то? Да, есть такие разговоры. Трудно ответить прямо сейчас, что там собираются делать американцы, но Эмираты будут, естественно, защищать свой офшорный статус. То есть это реальный офшор, при этом как бы с легальными возможностями работать со всем миром. Поэтому Эмираты будут защищать свой статус всеми способами. У них эти способы, кстати, есть. Эмираты, чтобы вы понимали, не зря считаются и являются региональным хабом к соседним странам.
Индия, Индонезия, Малайзия, Мгм. потому что они наладили дипломатические связи и тем самым как бы помогают штатам, ну, проводить политику США. Поэтому США как бы не может сильно давить на Дубай и на Эмираты, потому что Мгм. тогда они вот потеряют такого важного союзника. Мгм. А правда ли, что вот Дубай, они как будто бы вне политики, как будто бы все какие-то партнерские соглашения с Россией или с чем-то не отражаются на их вообще, ну, никакие санкции на них не накладываются. То есть Дубай как бы в этом плане нейтральный вообще, что к американцам, что к к российскому руководству, что вот у них как-то что-то посередине, и их это не касается, вся эта ситуация. Да, это абсолютно верно. Как я уже только что сказал, Дубай имеет, Эмираты имеют особую позицию в мировой политике, как региональный хаб, Мгм. как такой союзник одновременно и США, Да. и исламского мира. Поэтому есть такое, что они вне политики, но в Мгм. то же время как бы, главной политикой Дубая и Эмиратов является свобода бизнеса. Мгм. Хорошо, спасибо, Эдвард. У меня сейчас на данный момент вопросы закончились. Все, что я хотел у вас узнать, я узнал, и для зрителей тоже, думаю, было интересно. У нас такое короткое интервью получилось, но я думаю, что у нас еще будет возможность пообщаться, какие-то вопросы интересные я подготовлю, и обязательно с вами свяжусь. Спасибо огромное за ответы, за ваши, было очень интересно.